Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь, и сегодня я буду шить холодильник для бутылки из того, что есть дома под рукой. Я думаю, найдется у каждой рукодельницы. Вот таким образом, прям по бутылочке я отмерила, сколько мне нужно, и отрезала кусочек ткани. Мебельная ткань у меня. Она плотненькая, хорошо форму держит. Так, вот здесь я сейчас уголочек срежу. Мой лоскуток, если кому интересно, получился размером 30 на 24. Уголок я срезала. Вот, видите, смотрите, у меня сколько запасу. В принципе, одинаково получается с каждой стороны. И молния. Ну, опять же, я все, что в закромах нашла. Особо, конечно, по цвету мне это не подошло, но главная идея, и мне хотелось попробовать, получится у меня или нет. Вот я считаю, что замок лучше брать не впритык, а с запасом, как у меня, удобнее пришивать его и вертеть эту потом заготовочку. Вот. Но для начала я сейчас буду дорабатывать эту заготовку, и мне нужно ее покрыть всю изнутри. Я решила покрывать вот такими вот кусочками от упаковок, от чайных пакетиков. Я их, вы видите, полностью разрезала. И вот этой вот внутренней стороной серебристого цвета я буду пришивать, чтобы у меня вся заготовка моя изнутри была вот такого вот серебристого цвета, стального. Тем самым она будет сохранять тепло или же наоборот холод внутри. И я вот таким образом все настрочила. Сначала вот так вот в одном направлении. Делала внахлёст. Нахлёст делала как бы такой хороший, не 5 миллиметров, где-то по сантиметру даже, я бы сказала. Вот, и так шаг за шагом все пристрочила. Потом срезала лишнее и прострочила теперь вот так вот, чтобы у меня квадратиками все получилось. В одну и в другую сторону, в одну и в другую. В общем-то, все у меня удачно было. Единственное, там вверху в одном месте мне немножко волной пошло. Ну, ничего, не критично. Вот. Красиво получается, мне уже очень нравится. Так, теперь я тут немножко, конечно, покрутила, повертела, думаю, как же мне это пришить. В общем, вот так сложила, наметила вот здесь вверху серединку. И от этой серединки сначала в одну сторону стала пристрачивать замочек. Вот так. И потом также от середины вторую сторону пристрочила. Вот хвостики оставила одинаковые и пристрочила с другой стороны. Вот. Теперь я лишнее срезала, хвостики срезала сверху, которые, и все, что за линию замка выступает, лишнее тоже срезала. Так, теперь я вывернула на лицо и отстрочила с лицевой стороны замочек, чтобы он у меня лежал ровненько, так как мне нужно. И вот здесь вверху я сделала петельку из ленты атласной. Отрезала кусочек ленты, сложила пополам. Так вот оплавила зажигалкой краешки и подложила изнутри. Вот таким образом. И прострочила дальше. Все, вторую сторону дошла до конца. Ну, тут вот решила подровнять, покороче сделать. Снова оплавила, чтобы аккуратнее смотрелось изнутри. Вот. И вот такая штука у меня уже получается. Можно примерить бутылочку. Вот, смотрите.
Раз. Все. И для донышка тут достаточно у меня осталось еще запас, чтобы не просто застрочить, а я хочу сделать квадратное донышко, как вот мы на сумках, на авоськах шьем. Так, лишнее сейчас отрежу. Замочек. Здесь снизу мне тоже надо будет сделать петельку, чтобы удобно было пользоваться, когда открываешь, закрываешь замочек. Так, оплавлю сейчас. И здесь я вот так вот сейчас чуть-чуть еще срежу. Внутрь его вставлю. Вот. И просто по прямой прострочу донышко. И шов я закрою атласной лентой. Просто оберну шовчик и прострочу сверху. Вот так. Все. В принципе, можно и в таком виде оставить донышко, но тогда это как тюбик зубной пасты, да, похоже. Но тогда мне кажется, что шов надо снаружи зашивать, и будет красиво смотреться. Но я все-таки хочу сделать квадратненькое дно, поэтому я сейчас отстрочу уголки, срежу их, и эти срезы тоже закрою атласной лентой, чтобы внутри все аккуратненько, красивенько смотрелось. Вот оба уголка я застрочила. Все. И теперь аккуратненько я все это выверну. Выворачивать надо аккуратно, чтобы вот эти вот не порвались чайные пакетики. Я просто переживала, что они могут порваться в местах именно, где строчка проходит, если их там сильно тискать туда-сюда. Вот. Ну, все осталось на месте. Ничего не порвалось, когда я выворачивала, хотя я там прикладывала усилия, конечно. Жестковатая заготовка. Но это и хорошо, она зато форму держит. Все, вот бутылочка поместилась туда. Все застегнулось. Отлично. Вот здесь только надо будет отпарить, прогладить, чтобы разровнялась. Отлично, мне очень нравится. Самое главное, как я и хотела, чтобы она получилась, это чехольчик этот, заготовка супер легкая. Потому что если использовать, у меня есть вот этот материал, утеплитель, но мне не понравилось, что он толстоватый, громоздко было бы. Мне хотелось более изящный такой чехол, холодильничек, поэтому я сделала вот так, из пакетиков. Но я довольна, мне очень нравится. И, кстати, такой подарок можно подарить мужчине к празднику 23 февраля. Очень нужная штука. Летом будет холодную водичку сохранять, а зимой горячий чай. А у меня на сегодня все. Вот такая вот идея. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем всего хорошего. Всем пока-пока. До новых встреч.